Так, ребята, обрывки очередного дня из Халонга. Поднялись на какой-то viewpoint. Это типа большой комплекс, какая-то кофейня. Вход стоил 80 донгов и сразу типа включает один напиток с собой. Решили посидеть, просто посмотреть сверху вниз, так сказать. Пока вот так и не поняли, как подняться на эту гору, чтобы закат оттуда смотреть. Походу надо как-то пешком туда лезть, что ли. Непонятно. В общем и целом красивый вид на город. Вот отсюда почему-то, я не знаю, может даже Питер напоминает. Или что-то такое. Такое ощущение, что этот город только-только начал строиться. Пустые улицы, одна стройка кругом. Не знаю. Туристов почти нет. Кофе. 2 стаканчика кофе. Митяй, как дела, Митяй? Нормально, наслаждаемся видом, вот шикарным. Мы еще не сходили в парк аттракционов, потому что одну ночь и начало дня лил дикий такой дождь, прям тропический ливень какой-то, да. Фиганул. Погода испортилась, и сегодня, смотрите, вот весь день вот такая погода. То есть как бы солнце есть, но все затянуто какой-то пеленой. Завтра у нас переезд в новый отель, и попробуем все-таки пробиться в парк аттракционов, покататься на карусельках. Лютый кофе, бро. Такое ощущение, что они захотели меня убить этим. Это я лату попросил, блин, слушай, у меня аж руки затряслись уже. Иногда вьетнамцы заваривают прям супер стронг кофе, что это называть надо не кофе, а, я не знаю, здравствует тахикардия. Здесь настолько пусто и нет туристов, что здесь просто мыши уже по столам бегают и не стесняются. Вон она на столе, смотри, она слизывает. Что она там ест? Там машина ездит. Пока мы тут сидели, искали, чем тут можно заниматься в городе, с той стороны вон двигается грозовой фронт. Погода просто достаточно быстро меняется, так что на нас вот эта вся история движется. А там, смотрите, там вроде бы окей, ну, плюс-минус. А вот здесь раз и уже прям вообще чернь. Так что сейчас будем отсюда сваливать куда-нибудь. О, сверкает. Ну что, мы тут отправляемся сейчас по небольшим квестам. Проверить завтрашний наш отель, куда мы переезжаем. И двигаемся мы прямо вот в этот грозовой фронт. Надеюсь, нас не застанет этот дождь. Что за погодка, ребят? Мы прям вообще в самый замес выехали искать себе отель на завтра. Ну, заливает прям капитально. Благо, что на улице не холодно. То есть, вот это похоже на... О, блядь! Что за хуйня? Бро, звони, нам нужно попасть куда-нибудь. Блин, мы просто водище в самое выехали. Зачем мы это сделали? Наверное, потому что мы жаждали приключений. Надо сейчас нам как-то попасть хотя бы на ресепшн, переждать дождь. Короче, мы не можем попасть в этот отель. Думали предупредить их, что мы завтра приедем. В общем, я не знаю, смотрите, кругом чернь. Ехать, походу, ну, дождь, походу, не закончится никогда. Поэтому поехали, наверное, домой сушиться. Поехали, что делать? Как-то надо будет связываться потом. Да, погнали. Репортаж из центра событий с нелегкими погодными условиями. Мне прям ебало разбивают кусками града. Короче, едем в сторону дома. Ливень не прекращается. Телефоном, блядь. А вот сильнее, смотри, все, нет, нам похую, нас не победить. Я уже не вижу, куда мы едем. Здесь телефон молния не пойдет нам.
Нормально! Ладно, тепло. О, мы в магазин за продуктами заедем. А у нас дома нету ничего пожрать. Я хочу взять вот ту молочную херню в соседнем кафе. О, пиздец, у меня же рука устала. Накачалась. Короче, мы приехали, решили закупиться какими-то ништяками. Абсолютно просто насквозь мокрые, вот так все выливается. Но счастливые. Но счастливые, и самое прикольное то, что тепло. Вот понимаете, дождь идет, а на улице тепло. Нам за сегодня нужно еще каким-то образом высушить вещи и завтра переехать в новый отель, в который мы только что даже достучаться не смогли, никто нам не открыл. Ладно, закупаемся немножко ништяками. Вот это, кстати, моя любимая сеть. Мороженое продает внутри и всякие разные коктейльчики со снеговичком. Вот такую штуку ищите. Топовая тема, дешево и вкусно. И Винмарт тоже зайдем, возьмем что-нибудь. Что ты, нормально? Отлично, сейчас зарядимся мега-чаем со сливками в тройном эквиваленте. И двинемся в шторм обратно плыть. Апокалипсис начался, я прямо аж пробудился. Причем кроме нас никто не смеется, чисто я с такими серьезными лицами. Почему кроме нас никто не смеется, я не понимаю. Смотрите, здесь прикольно, есть у них свой, вот в этой сети, свой мерч, типа снеговички, а вот это яйцо. Тысячелетнее. Тысячелетнее яйцо. Митяин, хочешь попробовать? С гомункулом, уже таким замумифицированным. Может быть, когда-нибудь, друзья, мы попробуем что-нибудь такое экстремальное, типа черного яйца, тухлого, или вот это, я не знаю, что такое. Зачем? Но не сегодня. Поливать потом 2 дня. Следующий магазин — это Винмарт. Чисто на вечер взять каких-нибудь... Бля, тут кондиционер, тут супер холодно. Дубай. Дубай, давай по-быстрому что-то быстро решаем. А что нам надо? Бро, я не знаю, что нам надо. Быстрее, что нам надо, бро? Я не знаю, что нам надо. Ну, давай возьмем бананов. Бро, нахуя тебе столько йогуртов? Бро, зачем тебе столько йогуртов? Нормально. Бро, зачем тебе столько йогуртов, бро? Ты не съешь столько йогуртов. Бро, это реально очень много йогуртов. Тут смотри, тут 8-16 йогуртов. Так, они же такие маленькие. Бро, 16 йогуртов. Много? Я не знаю. Я не понимаю пока ничего, что происходит. О, я уже начинаю замерзать в этом конде. Мы совершили самый странный закуп, который я только видел. Бро, зачем ты Я взял... замерз просто дико. Зачем ты взял столько йогуртов? Держи. Мне необходим йогурт. Держи. Живые бифидобактерии. Мы почти доехали, мы где-то в километре от нашего дома находимся. Дождь до сих пор не прекращается. Снаружи теплее, чем внутри. Там работает кондиционер, мы думали, что мы просто вот так замерзнем на подходе к холодильнику, прикинь, просто вот открыто сосульками. Инем. Бро, ты мне скажи, ты зачем взял 16 йогуртов? Это, кстати, какое-то произошло импульсное решение. Как я только зашел в этот холод дикий, я сразу понял, что надо брать 16 йогуртов. Как ты это понял, бро? Я не знаю. Загадки подсознания. Ладно, все, отправляемся. Кстати говоря, мы вот на этом байке уже так немножко поколесили. В целом хороший байк, вообще PCX. И не такой уж и убитый, как оказался на первый взгляд. Что, мы уже дома. В общем, есть некоторые проблемы. Я забыл, что у меня был с собой паспорт. Насквозь промок, короче, паспорт. Митяй говорит, смотри, чтобы у тебя штампы не потекли. У кого-нибудь такое бывало, что штампы потекли? И О, в натуре, они расплываются, блядь. Я надеюсь, что они не совсем там расплывутся. Ну, в общем, да, вот паспорт надо носить в чем-то водонепроницаемом. В общем, все, мы хотя бы до дома добрались. Корову, конечно, погода. Не подготовлены мы к этому были. Позвонили в отель, в который завтра хотим заезжать, и там как бы заезд с 2 часов дня, а нам нужно отсюда выехать уже в 12. Ну, да. И мы хотели договориться, что мы типа пораньше приедем к ним. И мы, Митяй звонил им в ворота, и наверху на 2-м этаже там стоял мальчик и просто смотрел. Он что-то кричал там просто, я подумал, что он может зовет, там взрослых, но мы ждали и не дождали. Короче, да, такой вот денек получился. Ладно. Так, ну что, у нас здесь просушка документов полным ходом идет. Писец, половина паспорта, в общем, зафаршмачил, штампы расплылись, перепечатались с одной страницы на другую. Вот это прикол, я не знаю, надеюсь, что они там что-то разберут потом.
Ну а мне-то, в принципе, без разницы. Ну что, у нас вот здесь сушка. Мы уже на чили. Митяй. А я завариваю бомж-пакет какой-то корейский. Ох, ладно, все, отдых. О, доброе утро. Ну что, погода вроде нормальная. Переезжаем в новое жилье. Время уже 11 час. У нас тут сборы. Мы сейчас будем переезжать питаться в новую квартиру. Заезд у нас туда 2 часа дня, так что непонятно сейчас, как все это будет происходить. Повезем шмотки еще на скутере. Благо, что нет дождя. Всю ночь поливало знатно просто. Мы только вышли, и начался дождик. Он небольшой. В общем, решено Митяя на таксо отправить в новую хату. А я байк перегоню. Почти приехал до нового дома. Вот так вот. Митяй поехал на тачке. Он-то сухонький. Я уже с ног до головы. Блин, почему я не взял дождевик? Надо этим озадачиться. Мы на базе, Митяй на базе. Это тоже местные владельцы. Вот промок. Совсем чуть-чуть. В общем, нас согласились населить пораньше. Сейчас время 12 час. В общем, погоду вы сами видите. Как бы погода для парка развлечений, в который мы хотели сгонять сегодня. Для вотер-парка. Для вотер-парка, да. Была на самом деле идея пойти сейчас в вотер-парк, но опять же, мы не понимаем, работает ли вообще этот парк в такую погоду или нет. Вроде как с прошлого отеля хозяева нам сказали, что они закрываются, когда дождь или гроза. Я не знаю, что делать. Сейчас хочется переодеться во что-то сухое и выполнить квест на дождевик, потому что я не хочу больше вот этой сушки. Мы вчера до утра, короче, сушили вещи фенами, там, вентиляторами, кондиционерами. У нас все в ход просто пошло. И в итоге только вещи высохли, все. Уже снова надо сушиться. Ну ладно, что, в принципе, нормально. Главное, что мы переехали, и смотрите, очень приятное место, куда мы попали. Сейчас я вам все покажу. Называется Kim's Family Homestay. Достаточно приятный, уютный, находится на возвышении. И вид оттуда приятный. Цена чуть дороже, чем мы жили в прошлом отеле. Но я думаю, что здесь по удобству, может быть, будет как-то более... Посмотрим. Пока что мы сами ничего не знаем. Но такой видоний уже нравится. Смотрите, как зелено, одновременно урбан и природа. Классно, тут еще дворик есть. Офигеть, да? Дерево, смотри, манго у нас растет. Прикольно. Так, ну и что, будем сейчас заселяться и, я не знаю, шаманить хорошую погоду, потому что в такую погоду, конечно, активности какие-то сложно себе придумывать. Короче, нас переселяют. Не успели заселить, уже выселили из вот этого дома и переселяют в соседний. А вот это владелец этого дома с нашими вещами. Чуть дальше. Так, это будет интересно. Я даже не против того, что мы поднимаемся выше. Это неплохо, это второй желтый домик. Бро, так мы, смотри, мы еще повыше поднялись. Фу, мы что-то испугались, что нас из желтого в серый переселят, и уже такие, типа, нет. Мне почему-то кажется, что мы еще будем одни в этом доме. Интересно, сколько тут жильцов? Не знаю. Так, ну что, нам предложили выбрать 2 варианта с видом вот сюда или с видом на заднюю гору, но она не такая интересная, как по мне. Как посмотреть вид и там, острова. и там сходить. Конечно, бро, но мне кажется, вид на острова, он по-любому, блин, гораздо мощнее. Ну, давай тогда. Да, в общем, Уже интересно посмотреть, что же это за вид такой. Смотреть наши хоромы. погнали. Настольный теннис, Митяй? Или в дженгу? Запах здесь, как будто здесь не жил никто уже долгое время. Смотрите, двери в комнаты просто как в этот, как в президентский овальный кабинет. А у нас 0,5. Ну что, проходим сразу тут. Опачки. Окей, бро, супер кул. Супер найс. Хорошая большая комната, офигеть. И вот такой балкончик у нас. Вау, Супер вообще. мне нравится. Мне тоже. Смотрите, здесь помело даже растут уже на деревьях. В пакетах завязанные. Будем сейчас располагаться, сушиться. Thank you, bro. Фу, вот и заселились. Вообще вся вот эта вот тема с заселением, ну такая немножко кажется, что сначала напряжная, потому что надо переехать куда-то. Но когда переезжаешь, когда ты уже сделал дело, И смотришь на этот прекрасный город, даже в такую дождливую погоду, чувствуется, не зря все это происходило, черт возьми. В общем, мы как-то перемещаемся с южной части города все севернее, севернее, севернее. И, может быть, потом уже вот там, где колесо, это еще более северная часть города.
Может, и туда переедем. Посмотрим. Вообще, сейчас вся надежда на то, что погода просто наладится. Смотрите, Митяй тут уже обживается, по ходу дела хочет надолго здесь остаться. И самая главная достопримечательность нашего нового дома, это, конечно же, ванная. Я не перестану удивляться ваннам, потому что, ну, может быть, это для вас ванна, это что-то обыкновенное, типа, и само собой разумеющееся. Но для меня ванная после 5 лет в Индии и года во Вьетнаме, это роскошь, блин. Это, ну, я как бы прям смотрю, и это вау, произведение искусства. Ванна. Ты давно вообще в ванной вот так валялся? Конечно, давненько. В основном душевые кабины. Да. Вот таких уже считается подороже мистика. Похоже, что тут такое вот какое-то замковое, старинное что-то, огромные двери, толстые деревянные стулья, кресла, какие-то вот шкафчики с этими ручками, как из бабушкиной квартиры. Опачки, тут ключи какие-то нашел, бро. Может, это квест? От чего? Смотри, 2 пары ключей. Одна тебе, типа? 3, наверное, здесь. Одна мне. Да ладно. Нет. А может быть, вот здесь? Ну-ка, сейчас попробуем. Хуяк. О, да, это от нее. Ну, там ничего нет. Было бы прикольно, если бы они что-то туда положили, да, и там был бы какой-нибудь сюрприз, типа. Да, мы открываем. Такой открываешь, а там... Последние сейчас расстановочки как бы делаем, чтобы, ну, так сказать, уюта добавить этому жилью. И все. Практически все готово. Мы тут с Митяем наворотили уже чиллаут пространство. Повесили полотна, раскинули гирлянду. И, в принципе, вообще, смотрите. Уют. На улице все по-прежнему дождь. А, не, бро, уже все закончилось. Дождя нету? Да, может, погнали погуляем тогда в таком случае? Давай. Давай это прогоним, и я сейчас как раз подыщу пару точек, которые надо посадить. Давай, да. Такой запах после дождя. Озоновый запах смесь моря, рыбы какой-то. Смотрите, какое интересное облако. Похоже, как будто на нас идет цунами огромное. Оно сверху прям такое ровное. Самый забавный момент, смотрите, мы реально здесь одни во всем этом доме. Абсолютно никого нет, пустая парковка, все двери вот эти закрыты. Распогодилось, смотрите, как все теперь прекрасно видно, и все острова, и вообще в целом погода наладилась, так что это нам на руку. Сейчас 3 часа дня, а мы едем только искать себе завтрак. Такие дела. В такое время здесь никого особо и не селится в эти виллы. Наверное, поэтому на Агоде они по скидкам сейчас и сдаются. А у нас тут пруд, лилии цветут. Наконец-то живые цветы, смотрите. Это вот лилия и есть, да? Мне кажется, это какой-то лотос или что-то вроде того. Да, это лотос. Смотри, вот они, семенные коробочки эти лотосовые. Похожи на пчелиные. А лотос разновидность лилии нет? Хер его знает, бро. Я не ботаник. Вообще как у мака, смотри, башка. Офигеть. Ну да, это вот она, эта коробочка семенная. То есть отсюда этот цветок опал уже, как смотрите. капелька балансирует. Вообще, капелька балансирует. Опс. Так, погнали хавать. Еще одну. Опс. На капельку. Смотри, здесь есть красивый закат с пальмами, здесь есть верфь и корабли и стройка. Стройка. А вот это что за самурайский? Я думаю, что это пагода где-то здесь наверху горы. Изучаем город по фрескам. Вот это, кстати, прикольно. Смотри, объемная плиточка такая. Да, это встретит, что типа... Поехали. Погнали. Да, так, записываю видос на очки, поэтому такое хреновое качество будет. Зато ручки свободные. О, впереди парк аттракционов. Смотри, вот они, эти самые американские горки. Смотри, ничего не работает, никто не катается. Да, ну высокая штуковина. О, вот это мы хотим. Но пока что-то у нас не получается на эти горки попасть. Уже который день. Да, посмотрим. Да. Так, это для нас новый район. Пока что мы тут ничего не знаем особо. Мы прибыли. Какая-то кафешка, не знаю. Вообще, на самом деле, сложно здесь. Сложно с поиском еды, с доставкой здесь тоже проблемы, потому что в основном тут видно, что этот курорт, он не рассчитан на европейцев, а рассчитан на азиатов. Поэтому вся еда в основном азиатская.
и супер дорогая. Если европейскую еду рассматривать, то цены, наверное, раза в 2 выше, чем везде. Это какой-то фудблок получается. Ну, как есть, короче, народ. На улице погода нелетная, мы постоянно в каком-то мелком дожде находимся. Привыкаем потихоньку. По ходу дела сушиться придется каждый день абсолютно. Хорошо, что есть где сушиться. Немножко напугаю сразу ценами. Ну, кстати, вот это не самая дорогая кафешка, которую мы нашли. Бутерброд 130 донгов. Стейк из тендерлойн. Я не знаю, что такое. Ангус тендерлойн 300 грамм 490 донгов. Ну и давайте по салату, например. Салат с тунцом 150 донгов. Исходя из этого, я думаю, что примерно вы поймете, за сколько здесь можно покушать еду. Решили просто съесть по пасте. Я карбонару заказал, Митяй с грибами. И еще я нашел вот такой рогалик за 30 донгов, какой-то немецкий, германский. Карбонара, макарошки. У тебя выглядит не так аппетитно. Вот так. Да, ну ладно, главное, чтобы было вкусно. И смотрите, немецкий бублик, самое главное, с маслицем. Всем приятного аппетита. Мы завтракаем. Время практически 4 часа. Delicious. Delicious. Когда это первый прием пищи за день, это всегда вкусно, особенно когда не жрал почти что очень долго. Почти что сутки. Ты съел свои йогурты? Вот скажи честно, признайся. Мои 16 йогуртов вышла полнейшая подстава. Я бы их съел, но до этого мы выпили огромную кружку с мармеладом чая. И я открываю первый йогурт, и они все оказываются с мармеладом дополнительно. То есть я думал, и будет с ягодами. То есть то, что нарисовано, нет, туда запихнули мармелада, причем больше, чем йогурта. Поэтому мы подарили это душевным этим ребятам. Отдали йогурт хозяину отеля, в котором мы жили в начале, которые вот по-русски говорили. Они так посмотрели на эти 3 запайки йогурта. Мне кажется, они не поняли, в чем прикол, но забрали их. Едем по каким-то квестам, покупать Митяю кроксы. Пытаемся туда находить какие-то пути. Вот как вы считаете, это похоже на дорогу? Туда вниз вообще тропинка такая идет. Достаточно резкий съезд. Нам нужно как попасть на ту сторону. Есть, да? Да. Блин. Сейчас такой дороги, но и одной рукой держаться. Да. Ну, блин. Нормально это. Держись одной рукой. Держусь. Главное не паниковать, потому что я сам ссу. Смотри, здесь не сильно даже... Да? Вот тут вот теперь поинтереснее такая микротропинка. Через джунгли пробираемся. А вот смотри, нас женщина впереди ждет, которая сказала, что тут дорога есть. Поехали, говорит. Поехали, покажу. О, нормально, смотри, мы выбрались. Камон. Поехали! У нас финишная прямая. Едем на мост. У нас здесь отдельная дорога специально для байка. Продолжаем движение, переехали на другую сторону города. Мы на севере. Блин, это было круто, по отдельной линии ехать. Смотрите, какой тут крауд. Реально говорили, что южная часть это туристическая, а северная это бизнес-квартал. То есть тут прям городская движня. Смотри, Порш поехал. Ага. Вот так вот. Нормально. Так, мы сюда приехали в магазин кроксов. 8-полосное движение, бро. Нифига себе. Какой-то памятник. Итак, вот он первый. Вот так, правильно? Вот он второй. Так, мы паркуемся. Паркуемся, вроде приехали, где этот магаз находится. Не знаю, сейчас будем искать. По идее, вот это вот здание. Ну, мы внезапно, короче, попали, в общем, во всю эту историю. Я не очень люблю торговый центр, если честно. Смотрите, какой он огромный. Мне кажется, там можно через неделю оттуда выйти только. Вы только посмотрите, мы приехали в северную часть города. Она абсолютно отличается от южной. Здесь уже как-то и скалы посреди этого всего находятся, и вот такие торговые центры. Ну, то есть чувствуется, что тут уровень жизни и бюджет
повыше. Хотя, казалось бы, странно, почему повыше, если в туристической зоне, по идее, должно быть все самое, ну, как бы для туристов, дорогое. Но вот в туристической зоне я не видел пар Порше, которые проезжали мимо нас, а здесь прямо, мне кажется, я уже несколько спорткаров видел, пока мы ехали. Короче, заходим внутрь. Нам тут нужно только магазин резиновой обуви. Знаешь, такой запах дороговизны Да? изделий. Ну, ты чувствуешь? А это вот этот запах дороговизны ты имеешь в виду? Я чувствую... Не знаю. Бро, давай искать кроксы. Так, ну, в общем, вот как-то так получилось, что эта серия про лонгский гипермаркет, я даже не знаю, как это назвать, или мегамаркет, который находится в каком-то амфитеатре, блин. Почему они такой дизайн выбрали, я не знаю. Какие-то девочки прикольные, анимешницы. Я нашел тебе обувь, смотри. Вот эти вот галоши. Это что за подкрадухи, бро? Да. Я странно себя здесь чувствую как-то. Потребительский рай. Все пришли сюда для того, чтобы купить что-то. И мы тоже, в принципе, не исключение. Давай вот так по кругу пройдем. Смотри, как патриотично. Красная звезда. Ну-ка, встань на фоне этого красной звезды этой. Вот, подожди, ты прям как президент сейчас, Митяй. Мне уже начинает становиться плохо от этого места. Не, конечно, все это выглядит типа футуристически и так далее. Большой магазин. Смотрите, у них прямо посреди продуктового магазина там происходит какая-то... Что это? Они какой-то ТикТок снимают. Реально сейчас башня пополам лопнет от этого всего. Они тут что-то танцуют, все куда-то идут. Господи, надо отсюда выбираться срочно. Ура, мы нашли магазин кроксов. Мы прошли все 4 этажа, он был на первом этаже в самом начале. You want shoes? 43. You have 43 size? Я как-то одно время носил обувь кроксы, но потом я просто от них устал, потому что убить эту обувь просто невозможно. Сейчас тут новая тема, какие-то, как они называются? Какие-то джиберсы, то есть можно прилепить себе покемона какого-то на тапочек. Ну что, Митяй? Они мне не подходят под мои пальцы. У меня другое строение пальцев. У меня вот этот палец средний, который самый большой. Он сюда просто упирается. Я уже устал. Народ, у вас бывает такая тема, когда в супермаркеты, торговые центры приходите, вам нужно найти какие-то вещи, вы ходите и не можете их найти, потом вас начинает все дико раздражать, потом, если вы еще идете, например, с родственниками или с друзьями, вы начинаете уже гавкаться, потому что кто-то хочет уйти, а кто-то хочет остаться. Мне кажется, это вот энергия гипермаркетов, вот в этом заключается. То есть, не, мы нормально сейчас держимся, еще пока с Митяем ходим, но мы уже, смотрите, кроксы забраковали. Бро, ну это какая-то вообще какая-то... Блять. Чтобы выбрать себе нормальную обувь, реально можно недели потратить на это, месяцы. Вот так, чтобы за один раз зашел и купил, это реально можно только кроксы купить. Но если кроксы забракованы, то здесь как бы наши полномочия уже как бы все. Вот это типа как у меня обувь, то есть полутрекинговая, безносковая обувь, практически вся резиновая и из кожи. Быстро сохнет и удобная в принципе. Без шнуровки все можно на утяжках затянуть. Берешь? Да, наверное, буду брать. У нас что, зря мы приехали. Да? Да. Нет, не зря. Сколько? Хуя себе, 1,5 ляма. 1,5 мульта, ну 1400. ну, давай. 400. Что ты хотел? Все, наконец-то Митяй решил купить себе все-таки эти кроссы. Был миллионер, стал бомж, зато с обувью. Выбираемся отсюда. Ача. Как же хорошо снаружи. Блин, красота какая. Красота. Беверли-Хиллз. Вот оно, лицо счастливого покупателя. Там солнце выглянуло, здесь еще вроде бы пасмурно. Классно. Очень круто, так Может, пройдемся? красное с зеленым сочетается. Да. А мы можем там запарковаться и просто постоять там? Можно, наверное. Пошли вот тогда к тем заборам. Мега-островам. Смотри, справа еще гора. Да, понимаю, Нас зовут уже, говорят, давай сюда, на лодку, поплыли, а куда ты нас повезешь? Сейчас узнаем. Ребят, очень красиво. Я даже не знаю, как передать, но вот это вроде казалось бы внутри убогое, а снаружи красивое. И вот эта гора, блин, просто невероятная какая-то. А вот это что такое? А там? И еще, смотрите, вон там в конце, я пока не понял, что это, но это
Я думал, что это дирижабль или похоже на какую-то атомную подводную лодку. Короче, смотрите, у них есть вот такие лодки, это больше похоже на, я не знаю, самодельное корыто какое-то. Они везут, я так понимаю, в бухту, вон туда. То есть это как паромная переправа для того, чтобы там что делать? 500 тысяч часик. 500 тысяч час? Ладно, мы решили не спешить, это на самом деле здраво, потому что они предлагают за 500 донгов прокатиться час на этой лодке, непонятно, с человека или с лодки. Объективно, пятихатка — это дорого для вот этого корыта, потому что я находил у туроператоров целые туры за 500-700 донгов. Это прямо тур, где тебя забирают из отеля и несколько, там, 3-4 часа катают по этой бухте. И это тоже примерно за 700 донгов. Так что вот эта паромная штука, мне кажется, она стоит, ну, донгов 150-200 максимум. Это как бы местные так подрабатывают. Я так понял. В Дананге есть такой мост, там тоже называется, не помню, как это место, мост с руками. Туда 70 баксов стоит проход. Вот, пожалуйста, никаких, все бесплатно, никаких 70 баксов. Какие руки? Вот это горы, это, блин, что может быть круче? Круче гор могут быть только горы. На что это похоже и чем это может быть? Потому что издалека похоже на большую касатку механическую. Короче, предлагают здесь трип. В общем, все здесь одним и тем же занимаются. Основной бизнесняк — катать людей на лодочках по этой бухте. Кстати, сейчас очень благоприятное время для прогулок таких водных, потому что солнце не палит, его практически нет, закат. И классно можно вот так провести закатное время. Вот эти, на самом деле, вот эти лодки, они, честно, не вызывают даже доверия, чтобы на них кататься. Смотрите, это какой-то, блин, корыто Робинзона, оно того и гляди просто развалится. Нам вот что-то вот типа такого катера еще более куда ни шло. То есть на скорости можно, если на полчаса, он говорит, 20 баксов полчаса, то есть 500 донгов. Это сколько мы успеем на этой весельной лодке, вот представляете, сколько вот на этих веслах бабуля будет грести, то есть за час мы докуда доплывем? Да мы, дай бог, вот до этой скалы доплывем. Все-таки они врубили мотор. Ну вот я сомневаюсь, что они сейчас поплыли, и кого-то вот эти, кто там сидят, они там по пятихатке им заплатили. Мне кажется, сейчас пытались развести на пятихло нас, а эта хрень стоит донгов 50 с человека. Пример — отправиться куда-нибудь вон на ту пещеру, потому что там, скорее всего, пещера находится. Вообще, во всей этой бухте грандиозное количество пещер. Вообще, все это, вот все, что вы видите, это наследие ЮНЕСКО, конечно же. И там спрятано, ну, очень много различных активностей. Здесь какое-то скопление кораблей. И, вероятнее всего, там какая-то одна из ближайших активностей находится. По-моему, вот там где-то, смотрите. Где-то вот там все высаживаются и куда-то идут. Возможно, в пещеру. Ну что ты, дядя? Что делать будем? Лежу, сижу, не вешу. Что будем делать? Ну. Что мы хотели делать? Слушай, ну вообще каждый день закат смотреть. То есть вот сейчас закат где-то происходит на другом берегу этого города, а мы вообще нам еще через мост ехать, километров 10, наверное. В целом, знаете, мне вот это место тоже нравится. И как бы и с той стороны прикольные споты были, а с этой вообще вот так можно подойти вплотную. Везде прикольно. То есть как будто бы везде прикольно. Но тут чувствуется немножко вот другой какой-то вайб. То есть вот таких мужичков там не плавает. Смотрите. Настоящий вьетконговец. Сейчас, оп, нырнет вон туда, в катакомбы, и все. Едем вот просто посмотреть на это мега здание. После закатное время. Сейчас уже все с работы начинают ехать. Машин подприбавилось. Короче, мы приближаемся к этому торговому центру. Смотри, слева покажи, это музей. Музей Кулангнини. Это провинция, в которой мы находимся. Просто выглядит как черная метка какая-то. Как крематорий. Реально, как крематорий. Представляете, какой он огромный этот музей? Может, мы, кстати, вот сходить, культурную программу устроить? Смотри, это музей военной техники. Ну военно, конечно. Ракета, земля, воздух. Они какую-то инсталляцию делают, привезли газон, засаживают сюда. Есть любители. Ага.
Ракета тоже. И смотри, впереди эта хрень, торговый центр. Похоже на самом деле на... Я не знаю даже на что. Не похоже. Похоже на растаявший зефир. Да. Вот это сосиска. Вот это колбаса просто, смотри, огромная. Да, что-то... Он протекает. И он, да, покрыт какой-то это знаешь, как в карантине, замотанная от зомби-вируса карантиновая зона. Смотри, осталась женщина тренируется. Это... Отлично. О! Так, ну что, наверное, где-то тут парканемся. Тетенька показывает, что поймали. Анчоусы. Анчоусы. Ништяк. Слушайте, ну вот, как бы тоже местная развлекуха. Стоит просто закидончик, закидывает. Да. Ага, смотри. Вот это угорь. Или что за рыба такая? С длинным носом. Найс. И закат. Вот это то, что я люблю. Блин, таких закатов я никогда не видел до этого. Сумасшедший просто вид. Получается, между вот этими двумя скалами, вон те здания, это как раз южная часть города, откуда мы прибыли. А вот эта сосиска, ну, сейчас мы попробуем разгадать, что это, но на Google картах там я какой-то спа-салон нашел, мне так сложно сказать. Может, они арендуют там места и что-то там происходит. Но смотрите, внутри нет окон, это уже, ну, как бы странно, наводит на какие-то мысли. То есть, что это такое? Может быть, это музей авиации какой-нибудь? Или, может быть, это какая-то космическая станция? Хрен его знает, бро. Есть предположение, что это такое? Я даже не могу представить. Первый раз вижу такое здание с такой вот конструкцией, чтобы оно обшито было Ну да. каким-то материалом. Как, знаешь, похоже на самолетный фюзеляж, да? Друзья, я сейчас попытался узнать вот у этой милой женщины, что же вот это за здание. И она говорит, что это музей дельфинов. Музей дельфинов? Я не понимаю, честно, ну, то есть там что, вода внутри наверху? И почему музей, и почему дельфинов? Ага. Изучили аборигенов местных. Так, ну нужно понять, что это за здание. Сейчас в любом случае там закрыто все, а открывается в 8 утра. Что не день, то какое-то открытие. Вот этот день у нас архитектурное открытие. Неподалеку еще вот Черный музей, тоже интересный момент. Истинно здание, да? Истинно, суть этого комплекса. Да, что это? Оказывается, это центр провинциального планирования ярмарок и выставок. Что? А, то есть это как Крокус, в общем, просто там проводятся какие-то выставочные боксы. То, может, дельфины, то акулы. Не знаю. Ну, то есть там какие-то выставки, что там есть, это надо смотреть, наверное, в расписании. Хрен его пойми. В общем, такое, законнектились с мамой этого рыбака. Уже тут разливаем пуэрчики, любуемся последними закатными красками. Ох, жизнь хороша, когда пьешь не спеша. Ну что, чаевничаем на закате. Чаечек. Очередной день, О, финиш. Новая женщина вьетнамская, мы подружились. Берем контакт ее. Она там тебя еще хотела приобнять. Ты стеснялась, что я снимал? Да, ты это все машет рукой, сними. Бай! Новый вьетнамский друг, которого мы больше никогда не увидим. Да, скорее всего. Так же, как и большинство людей, которых мы встречаем на своем пути. Одна из таких самых приветливых Угу. людей, которые сами подойдут, что-то объяснят. Да. Пообщаются как-то, что-то спросят, что-то про себя расскажут. Прикольно, когда на коннект такой вот. Да. Несмотря на то, что по языку, ну как бы мы вообще не коннектимся, через Google переводчик пообщались. Блин, в закате вообще чума. Хочется, в следующий раз хочется залезть на гору, потому что вот наблюдать уже с вот такой высоты
на закат надоело. Хочется что-то повыше, что-то такое поэпичнее. Ну что, друзья, еще один видос, еще один день подошел к концу. Спасибо за то, что вы смотрите. Мы с Митяем, что мы будем делать? Да как обычно, попытаемся захватить весь мир. Да, не знаю, пойдем куда-нибудь поужинаем, может быть, погуглим еще, найдем какие-то другие места. У нас еще есть один день в новом отеле, и потом нужно будет переезжать. Мы планируем уже поехать на остров. То есть это уже будет совсем природное место, подальше от Урбана. В общем, посмотрим. Так что давайте, следите за обновлениями. Спасибо, что пишете комментарии. Спасибо, что ставите лайки. Всех люблю, всех обнял. Давайте, скоро увидимся. Продолжение просто. Я думал, что закат уже случился. Вы посмотрите, он только-только начинается. Вот это просто атомное зарево. Слепит прямо. То есть как-то так солнце выходит из-за облаков, что как линза эффект создает. Очень мощно. Так, ну что, как обычно, после титров, я не могу остановить сниматься. Реально, не могу. Вы просто гляньте, тут сцена какая-то. Вот там отголоски заката, а вот там вообще какая-то космическая хрень. Мы сейчас прям туда поедем. И я надеюсь, мы сейчас застанем последние вот эти лучики заката, когда поедем через этот огромный мост. Вот это здоровый коммунизм, да? Вот так выглядит здоровый коммунизм. Коммунисты. Здесь есть вообще коммунисты? Нормально у вас тут, блин? Неплохо вы живете.